Дорогие друзья, мы снова с вами приветствуем вас из Санкт-Петербурга в нашей библейской среде. И мы очень рады тому, что вы были с нами, несмотря на то, что у нас не было обычных передач. По-моему, последний раз мы были в эфире 19 мая, то есть больше месяца назад. Но нельзя сказать, что наша программа прекращала свое существование, она по-прежнему жила, немножко в другом формате. Выходили небольшие видео, фрагменты того, что было раньше. Также были очень интересные опросы. И наш проект «Библейский марафон» не прекращался ни на один день. Так что все это время мы были с вами все равно. Но вот сегодня мы в прямом эфире, и мы очень этому рады. Мы сами долго ждали этого момента, надеемся, что и вы также. И сегодня у нас особенный гость, и о нем я скажу чуть-чуть позже, а пока передам слово Дмитрию Гусарову. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители. Приглашаю вас к очередному прямому эфиру Библейской среды. Больше месяца я не говорил эту фразу, но вот наконец-таки мы вернулись к нашим эфирам, отдохнувшие, посвежевшие, с какими-то новыми идеями. И вот одна из идей, как раз-таки мы сегодня хотим ее реализовать. У нас сегодня будет гость, о котором Игорь обязательно скажет чуть подробнее. И мы будем говорить сегодня о том, как церковь пребывает, находится в состоянии такого противостояния со светскими ценностями. Вот такое название «Церковь на службе у светских ценностей». Мы будем говорить о том, как христианская церковь сегодня сталкивается с влиянием мира, с влиянием каких-то идей гуманизма и разных прочих, которые популярны, становятся еще более популярными. И вот побеждает ли церковь, или, может быть, они в чем-то проигрывают, мы как раз-таки попросили помочь нам разобраться человека, который живет непосредственно вот в сердце западной культуры в Соединенных Штатах, и при этом он верующий человек, он профессор, он исследователь, он знаток церковной истории, поэтому я уверен, что его взгляд вот прямо вот изнутри этой проблемы будет для нас очень интересен, потому что, не секрет, что, по крайней мере, я вот от себя скажу, мне кажется, что зрители наши российские, они сталкиваются с тем же, зачастую информация вот о данной проблеме поступает к нам в таком искаженном виде, не всегда понятно, это вообще действительно ли это так, или, может быть, это совсем все и не так. Вот сегодня как раз таки мы из первых уст узнаем, что происходит на Западе, с каким давлением сталкиваются христианские церкви там. У нас сегодня будет план следующий. Сейчас вот Игорь представит профессора, мы передадим ему слово, он ответит на вопросы, которые мы уже заранее для него перевели и задали. Наверное, это займет около получаса, может быть, чуть больше. Все это время будет работать чат. Как раз таки, пользуясь случаем, приветствую всех в чате. Как всегда, у нас идет трансляция на YouTube и ВКонтакте. Вы можете писать, чат я буду видеть. И если там будут какие-то вопросы, может быть, для нас, но, наверное, скорее для нашего сегодняшнего гостя, пожалуйста, задавайте. Мы их, может быть, не все, но в зависимости от их количества, их переведем, и чтобы профессор смог на них тоже ответить. То есть, пожалуйста, пишите в чат, здоровайтесь с нами, друг с другом. Голосования у нас сегодня не будет. Наверное, большая часть программы займет именно выступление профессора. Игорь будет переводить. И в конце, если останется время, мы еще немножко поговорим, может быть, сами. Может быть, еще я подведу итоги голосования, которые были у нас в группе ВКонтакте за это время отпуска, потому что там их результаты, на мой взгляд, очень-очень интересные. Примерно так сегодня у нас будет все построено. Не будем терять время, я тогда передаю слово Игорю, и затем мы будем слушать уже выступление профессора. Да. Нам в свое время предоставилась такая замечательная возможность присутствовать на лекциях Кита Стенглина, которую он читал в Санкт-Петербурге в 2008 году в Институте теологии и христианского служения. И лекции эти были посвящены такой интересной теме, как сравнительное богословие. То есть Кит Стенглин, он, конечно, историк христианства, но не просто он изучает не только историю церкви, но и развитие христианской мысли. И лекции его были посвящены тому, как христианская мысль развивалась от самых каких-то примитивных символов веры
вплоть до каких-то очень сложных концепций. И он сравнивал различные богословия внутри христианства, показывал, как они возникали, по каким причинам. То есть такое исследование синтетическое, если можно так сказать, совмещающее и богословие, и историю. И, кстати сказать, эти лекции были переведены совсем недавно в текст усилиями нашего дорогого Дмитрия Гусарова. Он приложил очень много усилий для того, чтобы вот эти аудио, видео, лекции перевести в текст читабельный. И сейчас готовится к выпуску книга. Эта книга будет выпущена для нас Восточноевропейским гуманитарным фондом, вот как раз по этим лекциям. Я думаю, что она будет чрезвычайно интересная. И если вы хотите ее получить, напишите нам, когда она выйдет, мы вам ее пришлем. Ну и сегодня мы пригласили именно Кита Стенглина, поскольку вот эта тема того, как влияет общество, какие-то секулярные мировоззрения на то, что происходит в церкви, он занимается исследованием этого, и поэтому именно его участие представляется чрезвычайно полезным. Позвольте, я скажу буквально несколько слов о нем. Значит, он является профессором исторического богословия Остинской богословской аспирантуры. То есть из названия вы понимаете, что это город Остин, штат Техас, где он является редактором журнала «Христианские исследования» и координатором магистерской программы. Он является автором или соавтором 10 книг, в том числе «Реформация» и «Реформация в современной церкви», «Хрестоматия по христианскому богословию» и «Буква и дух библейского толкования от ранней церкви к современной практике». А также книга им была написана «После Армения. Историческое введение в армянское богословие», изданная Оксфордским университетом в 2020 году. Он специализируется на реформатском и постреформатском богословии, истории толкования Библии, литургическом богословии и армянстве. Вот такой сегодня у нас интересный гость. И сейчас мы перейдем к нему, к обсуждению вопросов, которые мы приготовили заранее, для того, чтобы сэкономить время, поскольку у нас будет только один переводчик, это я, и мне порой придется переводить и для себя самого. И поэтому я буду просто эти вопросы озвучивать на русском языке, не переводя на английский, поскольку перевод у него уже есть. Итак, давайте подключим сейчас нашего доктора богословия Кита Стенглина. Hello, brother Kit Stенглин. We are so glad to see you. Здравствуйте, Igor. Спасибо. Thank you so much for inviting me to be with you. So grace and peace and to all of your мир и благодать audience. Всем вам и всей аудитории, всех, кто нас сейчас смотрит. So maybe we shall go straight to our questions. Okay. Тогда мы, наверное, перейдем сразу к вопросам. And question number one. Я хочу сказать, что у нас будет возможность пообщаться еще, да, такая будет импровизация, но вначале мы все-таки хотим использовать некую заготовку. Итак, давайте обратимся к нашим вопросам. Question number one. Yeah. So tolerant. Let me read this question in Russian. Okay? Oh. Итак, вопрос первый. Как вы оцениваете современный вектор развития общества, направленный в сторону толерантности? Влияет ли он на Церковь Христа? Yes. Tolerance arises from a Christian worldview. Толерантность, она происходит как раз-таки от христианского мировоззрения. It is a consequence of the virtue of love and of the golden rule. И является следствием такой добродетели, как любовь. We love others and we want to treat others like we would like to be treated. Да, мы любим других, и мы относимся к другим таким образом, как мы хотим, чтобы к нам относились.
So that's a good thing, but it should not prevent us from speaking the truth, or it should not mean embracing anything that others embrace or practice. И это, конечно, все очень хорошо, но не должно мешать нам говорить правду и не принимать то, что является ложью. There is a lie, a falsehood that says that if you love someone, you must embrace and accept everything they believe and practice. То есть, если мы любим кого-то и принимаем кого-то, это не значит, что мы принимаем все, что этот человек, во что человек этот верит и практикует. And that is simply not true. And of course, the example of Jesus is that he loved sinners, but confronted them in their sin. То есть верить в это было бы заблуждением. И примером тому является Иисус, который любил людей, но при этом он противостоял их грехам и заблуждениям. Does it influence the church? Yes, absolutely. It influences Christians who are too much influenced by the world. Влияет ли это на церковь? Да, конечно, влияет. Особенно на тех христиан, которые находятся под сильным влиянием мира. And that will be a recurring theme throughout, I think, this discussion and a lot of these questions. Да, и я думаю, что эта мысль будет повторяться в процессе нашего сегодняшнего общения. Okay. And question number 2. Как вы оцениваете внедрение квот в учебные заведения, кастинги на кинопробы и различные номинации в отношении темнокожих и лиц нетрадиционной ориентации? И есть ли что-то подобное в церквях Христа? In a free society, individuals are judged based on their skill for the job or the content of the character, not the color of their skin or their sexual proclivities. В свободном обществе каждом человеке судят на основании его рабочих навыков или его характера, черт его характера, а вовсе не на основании цвета его кожи или же каких-то сексуальных наклонностей. So I don't think it's a good thing to hire someone for a position that is and hire them based solely on a characteristic that has nothing to do with that skill. Поэтому я думаю, что нанимать кого-то на работу только лишь на основании таких второстепенных вещах, которые были названы, что это очень, очень плохая идея, что если кого-то берут на работу, то нужно выбирать людей на основании их каких-то профессиональных качеств. As members of society, we should be assessed as individuals and for our own character or skills that we bring to the table. Да, и просто как члены общества, о нас люди должны судить на основании того, каков наш характер и того, что мы знаем и умеем. Identity politics is what this is sometimes called here. Treats individuals as members of groups that are different with and at odds with one another. Иногда вот этот подход, когда людей дискриминируют на основании их каких-то, скажем, сексуальных наклонностей или цвета кожи, это называют часто политика идентичности. И в этом случае людей рассматривают как членов групп, которые отличаются друг от друга и расходятся с другими. And it attempts to group people into categories that really are not that meaningful, especially for Christians. Они делят людей на категории, но смысл этого деления на самом деле, то есть причина, по которой люди группируют других, не является важной, особенно в глазах христиан. And yes, this is creeping into churches of Christ. И да, подобная политика проникает в Церковь Христа, к сожалению.
of course, no one wants to be labeled as racist or as a bigot. Конечно, никто не хочет, чтобы на нем повесили ярлык расиста. And so this is the reason why it's creeping into the churches of Christ, because people want to look acceptable in the eyes of society. I will translate. Наверное, поэтому это проникает в Церковь Христа, потому что люди как-то хотят выглядеть социально приемлемыми в глазах общества, и поэтому христиане подстраиваются. Do you think this is the reason so that people try to be socially acceptable, and that's why Christians become more tolerant toward things that are not in the Bible, that contradict to God's word? Да. Да? Да. So, yeah, thank you so much. Коротко и ясно. And I will just also add, in the virtue of love, there is a mean there, or between two extremes. There's intolerance, where truth is emphasized so much, but then on the other side of that, I think we, without thinking, move to a tolerance that just embraces everything. Да. И говоря вот о этой добродетели, любви, здесь очень часто бывает как бы две крайности. Одна жесткость, когда человек очень твердо стоит на своем и при этом не принимает вместе с этим и человека, да, который является носителем заблуждения, отталкивает самого человека. А другая крайность — это, любя человека, принимать вместе не самого человека, но и его заблуждения и различные практики. Yeah. Две крайности. Okay, thank you. So shall we go further? Третий question. The third question. Насколько сильны сейчас в США феминистские настроения? Оказывают ли они влияние на Церковь Христа? Например, может ли Церковь доктринально запрещать женщинам участвовать в каком-то служении? Right. So feminism is a powerful force, although I would say that it is also threatened by the transgender movement because it allows males to identify as females. But feminism is important, yes. Феминизм — это очень мощное движение, очень мощная сила сейчас. Хотя, на мой взгляд, этому движению сейчас угрожает движение трансгендеров, поскольку оно позволяет мужчинам идентифицировать себя как женщины. Очень интересное наблюдение. And yes, it is affecting churches of Christ. И да, это движение оказывает влияние на Церковь Христа. And so I would say most churches of Christ are expanding the women's roles, but maybe not thinking of the consequences of these changes. И да, сегодня многие церкви как-то расширяют границы действия, служений женщин, порой не думая о последствиях. Can churches still restrict women's roles? Yes, they especially restrict leadership roles, such as elders. Though some churches of Christ have even opened up everything to both males and females, including elder. Я напомню, что мы говорим о церквях в Соединенных Штатах. So we're talking about the US churches. И Кит говорит, что в большинстве церквей сегодня все-таки ограничивают возможности для служения женщин, особенно в лидерском качестве, например, в качестве старейшин или пресвитеров. Но, правда, существуют такие церкви, где вообще все различия стерты, и женщины занимают любые позиции в церкви, в том числе и лидерские. So most churches of Christ still do have distinctions between male and female roles, but the whole feminism and transgender movement, LGBT movement is called here,
are based on erasing gender distinctions and erasing the complementarity of male and female. Большинство церквей Христа все-таки по-прежнему придерживается традиционных взглядов и разделяют служение мужское и женское, но все-таки феминизм и движение ЛГБТ основаны на стирании гендерных различий и как бы взаимозаменяемости мужчин и женщин тоже имеют свое влияние. And this is why many churches that open the door to every leadership role for women and erase the male-female distinction also sometimes go on to open the door to accepting homosexuality and transgenderism. Поэтому некоторые церкви открывают свои двери для самых разных возможностей, и женщин поставляют на лидерские служения, и вплоть до того, что даже как бы открывается дверь для как бы ЛГБТ принятия, так скажем, ну не просто для людей, представляющих это движение, а именно образа жизни, образа поведения этих людей. I just would like to clear up something. So, do you mean by LGBT? Do you mean accepting people from this movement, or just accepting also their way of living? I mean, when I say accepting here, I mean a total embrace of same-sex marriage, of transgender ideology as a legitimate Christian lifestyle and option. Я просто хотел прояснить кое-что для себя, правильно ли я понял. И я спросил, идет ли речь о принятии людей, у которых есть подобные наклонности, или же их стиля жизни. И Кит пояснил, что имеется в виду принятие образа жизни, например, когда начинают венчать какие-то гомосексуальные пары, ну и так далее. То есть, вот, к сожалению, подобное в церквях встречается все чаще. Thank you so much. Yes, and we always, of course, make a distinction between people who are struggling with same-sex attraction or struggling with gender confusion or dysphoria, in distinction from those who are openly embracing that as a Christian way of life. И, конечно же, мы проводим различия между людьми, которые страдают от своей наклонности сексуальной, просто обнаружив у себя ее, и они стараются вести образ жизни, который соответствует ожиданиям Бога. А есть люди, которые просто считают, что это норма, и принимают его таким, какой он есть, и ничего не делают с этим, и ведут соответствующий образ жизни. Yes, we certainly love people with different inclinations, but loving them, we always want to help them and to get rid of some practices that connected with those inclinations. Я просто хотел сказать еще мысль, я думаю, понятную всем, что мы любим людей с самыми разными наклонностями, мы их принимаем, но мы готовы помогать человеку, если он обнаруживает у себя подобную наклонность и не хочет жить под диктатом этой наклонности. Just as we would deal with any Christian man who struggles with sexual desires that would, go beyond the bounds of marriage to
wife, and endorse that. We would love him. We would try to help him through that and try to help him control those desires through the help of the Spirit of God and overcome those temptations. И это относится, в принципе, ко всем каким-то проявлениям половой распущенности, когда человек ведет себя не в соответствии с волей Божией, там, нарушает план Бога для семьи. Но, допустим, у человека есть подобные наклонности, но он хочет жить святой жизнью, и мы, конечно же, всегда рядом с подобным человеком, и мы помогаем ему в том, чтобы он приводил свою жизнь в соответствии с Божьей волей. То есть есть разница, когда человек понимает, что он живет неправильно, он кается, и тогда ему можно помочь, а есть случаи, когда люди просто оправдывают то, что они делают, не считают это грехом. И в этом случае, конечно, это опасно. Thank you so much. And number 4. Как вы оцениваете популяризацию в обществе идеи гендерного разнообразия? Насколько приемлемо сейчас утверждать, что существует только два пола, мужской и женский? А насколько актуальна проблема трансгендерных людей в современных церквях Христа? I think we're gonna repeat ourselves now because as we talk about previous questions, we may touch something that in our questions, further questions. But I will read them the way we formulated them anyway. Okay. So number 4. Yep. So the popularization is driven in this country, in the U.S., by the media. Популяризация вот этих идей, они в нашей стране как бы продвигаются средствами массовой информации. Cultural influencers and social media have made it popular and made gender confusion an act of hate to question. Ну, средства массовой информации, вот люди от культуры, они как бы продвигают эти новые какие-то идеи и популяризируют их. Вот благодаря их усилиям теперь выглядит, вот когда люди противостоят этим их идеям, это теперь выглядит как акт ненависти, что ли. То есть они сделали это так. It is acceptable in academia, in universities, in the media, and the elite in society, and those who are influenced by them. То есть вот это теперь популяризация таких идей приемлема в академических кругах, средствах массовой информации, среди элиты и тех, кто находится под их влиянием. But not so popular on the general level. Но не настолько популярна на общем, таком среднем уровне. But the danger is that these ideas filter down, and especially among the younger generation, these ideas are certainly more popular. Но проблема в том, что эти идеи все-таки проникают в сознание молодых людей, и, пожалуй, среди них они более популярны. And as with everything else that we're discussing, in churches of Christ, yes, transgender ideology is on the rise, and so is the number of people who identify as transgender. И в церквях Христа, то, о чем мы сейчас говорим, вот подобные идеи, к сожалению, все больше становятся популярными, да, и появляются все больше и больше молодых людей, которые себя идентифицируют как трансгендеры. Yes. I think that's all. Okay. And number 5. Появились ли какие-то ограничения, касающиеся того, что нельзя говорить в церквях о движении ЛГБТ и грехе гомосексуализма? As far as government restrictions on churches,
No, not on a widespread level. Но если говорить о каких-то ограничений со стороны правительства, то, пожалуй, нет. Нельзя сказать, что это как бы широко распространено, что правительство вмешивается в это. But there have been instances on the local level in certain cities and states. Но были случаи подобного на каком-то локальном, местном уровне, какие-то местные правительства пытаются быть более активными и продвигать эту повестку. For one example, a few years ago, maybe 3 or 4 years ago, the mayor of Houston in Texas was a lesbian. Ну, например, 3 или 4 года назад мэр города Хьюстон в Техасе была лесбиянкой. And she subpoenaed, that is, asked all pastors and ministers in the Houston area to send to the mayor's office all of their sermons, all of their writings, so that she and her office could go through them and see if there was anything being said against homosexuality. И она требовала от всех пасторов, проповедников в Хьюстоне, чтобы они присылали ей тексты своих проповедей перед тем, как они их прочитают, чтобы они могли прочитать эти проповеди и увидеть, нет ли в них чего-то неприемлемого с их точки зрения. So the government's power is increasing, and that would include increasing over churches, especially during the pandemic and lockdowns, where maybe they can't control what churches say, but they just told them churches can't meet. И, безусловно, власть правительства сейчас укрепляется. И хотя правительство не имеет прав, оснований запрещать что-то, но поскольку сейчас во всем мире бушует пандемия, у них появляется возможность запрещать собираться. Ну, тем, кто им не нравится. Okay. So they just clearly censored sermons, and if there is something they don't like, they may. What can they do? Forbid people to meet? Because. Right. So they prohibited meetings, as they did in many places around the world. То есть получается, что в результате, допустим, если им что-то не нравится в том, что делает церковь, то они могут запретить собираться им на основании того, что царит пандемия. Governors in different states prohibited churches from meeting, and the reason for it was because of the COVID, right? But the point is that a precedent has been set that has never happened before, where the government in the United States tells churches they cannot meet. That has never happened here. Да, то есть, в принципе, появилась новая тенденция, даже независимо от какой-то политической конъюнктуры, когда правительство может запретить церкви собираться, поскольку существует пандемия COVID-19. Ну и раз уж этот ящик Пандоры был открыт, теперь это можно использовать как определенный механизм давления. Okay, so government can use this as an instrument to manipulate. Well, at least they have access to this instrument now, the one that they never had before. Thank you. Well, shall we go further? Number 6. The question number 6. Замечаете ли вы увеличение количества людей, открыто заявляющих о своей нетрадиционной сексуальной ориентации? Есть ли тенденция к изменению позиции церквей в отношении таких людей? So this is maybe a question we talked a little bit already, but we can expand this question. Okay? For many decades, it has been not only socially acceptable, but also
popular and fashionable to identify as homosexual. На протяжении многих десятилетий идентифицировать себя как гомосексуалов или гомосексуалистов было не только социально приемлемо, но даже модно. Because it is now more popular, the numbers have increased some. И поскольку теперь это еще более популярно, то цифры, то есть количество людей, вовлеченных в это, увеличивается. What has increased much more is those who identify as transgender or non-binary, neither male nor female. Но еще большее количество людей сегодня, они не просто говорят себе как о гомосексуалах, но скорее как о трансгендерах или людей, которые не определились с тем, какой у них пол. It begins early in our public schools, which are run by the government, where the curriculum pushes against heteronormativity and trains children to question their sexual orientation or even their gender very early. И это началось раньше во времени, причем в государственных школах, которые контролируются правительством, где стали именно в программе школьной, это было заложено, открыто выступать против гетеронормативности. И то есть начали учить детей сомневаться в их сексуальной ориентации. So yes, this has affected churches. Many progressive denominations began embracing homosexuality back in the 1980s. И да, это оказывает свое влияние на церкви. Многие так называемые прогрессивные деноминации начали принимать гомосексуальность еще в 80-х годах. So, again, you have to understand there has always been sort of a divide between more liberal Protestant denominations and more conservative evangelical denominations. The liberal Protestants are the ones who were on this very early, but now some evangelicals and more conservative traditional Christians are now being influenced in this way. То есть здесь, конечно, нужно понимать, что церкви в США, условно можно разделить на более, скажем так, прогрессивные протестантские церкви и более консервативные евангельские церкви. Вот в этих протестантских церквях подобное движение в сторону гомосексуализма и трансгендерности уже наблюдались в 80-х годах, но, к сожалению, подобные тенденции сейчас проникают и в более консервативные евангельские церкви. In churches of Christ, specifically, the homosexual agenda is advanced mostly in the context of our Christian colleges. Again, it's the academic world that... А в церквях Христа трансгендерная гомосексуальная повестка больше продвигается в каких-то академических кругах, как мы уже говорили, и в христианских колледжах. And most openly in churches of Christ, I've seen it in some ministry organizations, and the most well-known one is called Centerpiece. It's a ministry out of Dallas. И наиболее открыто подобные тенденции продвигаются отдельными служениями. А, кстати сказать, в том числе и Церковь Христа, самая известная из них называется Centerpiece, и оно находится, оно базируется в Далласе, Техасе. Their goal is to make the whole LGBT agenda and lifestyle acceptable in churches of Christ. They go to churches and teach that. И их цель заключается в том, чтобы стиль жизни ЛГБТ сделать приемлемым в церквях Христа, и вот они этим занимаются, продвигают эту повестку в церквях Христа. Okay. And do they succeed in that? It is very successful because they are teaching
a conclusion that our secular culture has already accepted. And so something that is very easy. I mean, many people want to have a Christian way to accept homosexual practice. And so they're trying to give them a way to do that and make it acceptable. So it is very popular. Я спросил, насколько они преуспевают в том, что они делают, и Кит говорит, что они преуспевают, поскольку, в принципе, почва готова. Многие люди как бы подвержены подобным тенденциям уже так или иначе, и при этом они как бы хотят совместить это с христианством, и вот подобные организации как бы дают людям представление о том, как это можно сделать, да, совместить образ жизни ЛГБТ и при этом быть христианином. And it makes sense, right? If your Christian faith, you think it requires you to take a stand that is difficult, but then Christians come along and tell you, no, you don't have to do anything that difficult. You can flow with the culture on this. Then to easily convince many people. То есть им как бы проще убеждать людей, потому что, как с точки зрения христианства, мы противостоим, да, различным каким-то греховным наклонностям, и это всегда сложнее идти как бы против течения, противостоять. А здесь появляются христиане, которые говорят: нет, вам не надо противостоять, вам просто нужно быть такими, какие вы есть, и при этом вы можете оставаться христианами. И, конечно, подобные идеи очень живо воспринимаются в обществе, где подобные тенденции уже распространены. Especially when people are too afraid, too scared to say anything. Особенно если люди боятся сказать что-то против. Okay, thank you. Number 7. 7 вопрос. Как часто вы слышите проповедников в церкви, проповедующих против гомосексуального образа жизни? It happens. Sometimes you hear preaching, but it is very rare. Это случается. Иногда можно услышать проповеди на эту тему, но крайне редко. Most preachers do not want to upset anyone, and so they just ignore the question. Большинство проповедников просто не хотят кого-либо расстроить, и поэтому просто игнорируют этот вопрос. Even if they personally think that homosexual practice is a sin, it's easier not to talk about it. But then, as you know, all that does is create room and space for influence from secular culture. Даже если они лично убеждены, что гомосексуальный образ жизни неправильный, но гораздо проще помалкивать и не говорить об этом, не идти на конфронтацию с кем-либо. Ну и как вы понимаете, что отсутствие разговоров на эту тему как раз-таки создает почву для того, чтобы люди укреплялись в каких-то неправильных верованиях. Okay, and can somebody take a preacher to a government court if he preaches against homosexual lifestyle? No, not yet. Я спросил Кита, а может ли кто-то подать в суд на проповедника, если он проповедует против гомосексуального образа жизни, и Кит сказал, что нет, пока что еще нет. The fear is that you will lose church members, you will lose friends, and maybe people won't support you if you're a preacher. You say that. То есть больше боятся того, что церковь потеряет членов, какие-то люди покинут церковь, кто-то перестанет быть твоим другом. То есть, скорее всего, такие мотивы движут проповедниками, которые не говорят на эту тему. But in many jobs and companies and corporations that people work in, if they say something against homosexuality, they will be fired. Но во многих организациях, предприятиях
если такая политика, если кто-то говорит что-то против гомосексуального образа жизни, их могут уволить. Or censored on social media and Amazon. Или же подвергнуть цензуре, скажем, в СМИ или же на Амазоне. Okay, thank you. And the question about BLM. Теперь поговорим о движении Black Lives Matter. Да, как это по-русски? Черные жизни имеют значение. Да? Жизни черных важны. Жизни черных важны. Вопрос этот по-русски звучит так. Как вы оцениваете деятельность движения BLM, жизни черных важны? Влияет ли это движение на Церковь Христа? И встречались ли в церкви подобные акты преклонения колен перед чернокожими? Значит, было такое популярное движение. Right. So, Black Lives Matter. Everyone agrees that Black Lives Matter. Конечно, никто не подвергает сомнению того, что жизни черных важны. No Christian should doubt that all lives matter to God and to us. И никто из христиан не должен подвергать сомнению тот факт, что все жизни важны для Бога и для нас. But the organization Black Lives Matter, BLM, is very smart because they have taken a slogan that everyone agrees with and made it something quite different. Но эта организация, да, сейчас есть такая организация Black Lives Matter, жизни черных важны. Они взяли вот этот лозунг, очень правильный лозунг, да, но они как бы придали ему другое значение. So BLM, the corporation, is an organization started by Marxist radicals to advance a political agenda and LGBT rights, and especially transgender black women. И вот эта организация, корпорация даже, можно ее назвать, корпорация Black Lives Matter, она была основана марксистскими радикалами, которые продвигают политическую повестку дня на самом деле и популяризируют ЛГБТ, права ЛГБТ и особенно трансгендерных черных женщин. And it is built on a lie. The lie that white police kill unarmed black men at a very high rate. Is not true. И деятельность этой организации, она основана на лжи, что белые полицейские убивают безоружных черных. Как бы, что это является какой-то тенденцией. И, в общем-то, это не соответствует действительности. And they also support policies that are actually very harmful to the black population, the black community, such as the breakdown of the nuclear family. They support that. And then defunding the police, that is reducing the police presence because they see police as the problem. И они также поддерживают политику, которая очень вредна для самого чернокожего сообщества. Ну, например, они поддерживают распад нуклеарной семьи, то есть малой семьи, семье, которая состоит из мужа, жены и детей, да, как ячейка общества у нас говорят. Вот. Получается, что они поддерживают политику распада таких семей, а также отказ от финансирования полиции. Вот они настаивают на этом. Yes, that way of speaking does influence churches of Christ. Again, no one questions that Black Lives Matter, and so it's like a Trojan horse that comes in to churches, right? И да, конечно же, вот подобная риторика, она проникает
в Церкви Христа, потому что никто не отрицает того факта, что жизни черных важны, но вот этот лозунг, он стал подобен троянскому коню, посредством которого в церковь пытаются внедрить какие-то другие чуждые идеи. And then you asked about kneeling. I don't know of kneeling that happened in churches of Christ to support BLM, but I wouldn't be surprised if it happened somewhere. И также я спросил о преклонении колен перед чернокожими. Кит говорит, что он не слышал о подобных случаях в Церкви Христа, но не удивится, если где-то такое имело место. I would say in a church fellowship, churches of Christ, that typically does not even kneel to God in the assembly. I think that would be a very bad thing to begin kneeling for a secular cause like this. Он говорит, что в сообществе, где, в общем-то, в принципе, не принято преклонять колени, даже пред Богом, к сожалению, то будет очень плохой идеей начинать преклонять колени перед кем-то из людей. But many of the more progressive churches and denominations would accommodate those sorts of things, yes, and almost a religious devotion to BLM. Да, но во многих каких-то прогрессивных церквях это делают, и причем когда делают это с каким-то даже религиозным рвением, что ли. Yeah. Okay. Thank you. Question number 9. Некоторые американцы сегодня имеют чувство вины перед чернокожими и индейцами из-за расовой дискриминации и сегрегации. Как бы вы это прокомментировали? Yes, so much of American society and government policy is driven by guilt. Да, конечно, во многом и политика Америки, и вообще настроение в обществе движимы вот этим чувством вины. It comes out in a hatred of self, a hatred of my own group, a hatred of our ancestors. И в конце концов это выражается в ненависти к себе самому, в ненависти к группе социальной, с которой вы происходите, и ненависти вообще к обществу. And again, I think it is especially strong in the absence of Christian faith. И, конечно же, это все усиливается отсутствием христианской веры. It's sort of like original sin or original guilt that certain people, especially white people, inherit and the problem is has no possibility of forgiveness. Это, знаете, как первородный грех или первородная вина, которую люди наследуют, и вот белые люди как бы им носят в себе вот это чувство вины, и главное, что они ничего с этим поделать не могут, поскольку они белые. You asked about my response. In my opinion, I don't think individuals should be culpable for the sins of the past or of a larger collective that others group them with, like the white race. Что касается меня, я не считаю, что люди должны нести ответственность за грехи прошлого какого-то большого коллектива, да, людей, большой группы. Да, пожалуйста, that's it. Ezekiel says that the soul that sins shall die. Иезекииль говорит о том, что душа согрешающая, она умрет. I would say the individual who is a racist or the individual who discriminates on the basis of race shall be held responsible. Я бы сказал так, что вот человек, который является расистом, или тот, который дискриминирует людей на основании их принадлежности расовой, он должен нести ответственность. Like all sinners, that person should repent. И как и все грешники, этот человек должен покаяться, и вместе с этим приходит прощение. И ты прощен, и больше не греши. Okay, thank you so much. Yeah. Ezekiel, I think 18, somewhere there it says. And question 10. Действительно ли в американском обществе идет избавление от терминов, имеющих гендерную окраску?
Например, отец и мать, муж и жена, он и она, ну и так далее. Some are trying. Да, некоторые пытаются. So it is becoming more common to use the language of parents only, because you don't know if there are two mothers or two fathers, or spouse, because you don't know if a man has a wife or a husband. Сейчас очень часто говорят, используют термины родители, при этом не нужно указывать мать или отец, просто родители, или же супруги. Опять-таки здесь не указывается гендерная принадлежность. Yes, and then of course you don't want to assume that someone is a man or a woman until they tell you. И, конечно же, вы не хотите в данной ситуации самостоятельно принимать решение, кто перед вами, мужчина или женщина, до тех пор, пока этот человек не представится. So people usually, again, in academia, are more frequently indicating their preferred pronouns in their email signatures or even when they introduce themselves to you. Поэтому люди, особенно из академических кругов, очень часто сами как бы определяют себя, когда они пишут какие-то письма, допустим, по электронной почте, и там они представляются как-то. И вот это становится уже их принадлежностью, да, определением того, кто они. Yeah. And sometimes they even make up new words, not just he or she, but I don't want to be either he or she, so Z or something nonsense. Иногда даже новые слова придумывают, когда человек говорит, я не хочу быть он или она, да, по-английски he or she, и придумывает, например, слово Z, которое вообще не имеет никакого смысла. So it works in English, Igor, because somewhat better, because English is not a highly gendered or inflected language. I don't know about Russian, but most other languages, every adjective, every word that describes a person, they're masculine or feminine. That's right. Neuter, but I think it takes on in English because English is not highly specific like that. Да, Кит говорит, что это работает хорошо именно в английском языке, поскольку он, так сказать, не очень ярко подчеркивает гендерность. Да, то есть в русском языке, например, существуют окончания, соответствующие мужскому, женскому роду, да, а в английском он просто отсутствует, поэтому в английском языке это работает. Было бы гораздо сложнее в других языках, где существует род и склонение по родам. So it's academics, it's also, again, politics. Some politicians, and especially in the new President Biden administration, have recently even talked about birthing people instead of mothers. They like the term birthing people. Да, interesting. Вот, например, он говорит об администрации президента Байдена, что вот многие люди, которые в этой администрации состоят, они даже придумывают какие-то новые слова. Например, вместо того, чтобы использовать слово «мать», они придумали слово «рождающие люди». Вот так вот. It is amusing, and I laugh also, but it's also scary because if the government can control the language, then more easily control the thoughts of the people, because our thoughts are usually expressed by our words. Да, это, конечно, занятно, забавно, я тоже улыбаюсь, когда это слышу, но это на самом деле очень опасно, потому что если правительство может контролировать язык, тогда им будет легче контролировать и человеческие мысли. If certain words are forbidden or eliminated, then it will be harder for people, especially the next generation, to express or even think about the concepts that those words once expressed. Если какие-то слова будут запрещены или исключены, да, из употребления, то следующему поколению будет труднее выразить или даже думать какими-то концепциями, которые этими словами выражаются, если они просто исчезнут.
George Orwell's book 1984 talks about this. That's one of the characteristics of his dystopian future is the language. He calls it newspeak, where certain words are eliminated from the language, and then people after a while don't even have the words to express those concepts, and the concepts themselves evaporate or disappear. Okay. Вот эту идею очень хорошо описал Джордж Оруэлл в своем романе 1984. Он как раз обыгрывает вот эту мысль, что люди перестают понимать концепции, когда из языка исчезают определенные слова. А именно там этим и занималось в этом утопическом государстве. По-моему, там было Министерство правды, которое занималось вот такими вещами. There was a Ministry of Truth, I guess, in that novel. There was, which traded in falsehoods and changing the truth. Да, то есть в конечном счете это Министерство правды, оно просто меняло правду, да, то есть она называла вещи, которые были ложью, называла их правдой. Все менялось местами. Yeah. At some point before I sign off, I'd like to make some closing comments also. Igor. Я бы хотел сделать некоторые утверждения в заключении. Now okay? Yes. You know, we've already been an hour on air. It takes longer than we think, but it's very interesting. Thank you so much. Is it okay? Yeah. Let me just ask you a question. If our people have questions, maybe we can just send it to you, and you can answer them by email. Sure. Okay. Я просто сказал, что наше время, к сожалению, очень быстро улетело, и мы хотели дать возможность нашим слушателям задавать вопросы, но у нас, к сожалению, его не будет. И я спросил его, можем ли мы выслать ему эти вопросы, чтобы он отвечал на них в письменном виде, и он сказал, что да. Okay, thank you. So a couple of things I want to emphasize. One is Alexander Solzhenitsyn famously said, "Live not by lies." Я бы хотел в заключение вспомнить одну очень важную мысль, высказанную Александром Солженицыным. Не живите ложью. Yeah. In other words, the truth should, no matter what the government says, no matter what the culture says, we should not accept lies, but be willing to speak the truth. Не важно, что говорит правительство или общество пытается нам навязать, живите истинное. Also, I think important is what Jesus said in John 15, verse 18. И также очень важно вспомнить то, о чем говорит Иисус в Евангелии от Иоанна в 15 главе, 18 стихе. If the world hates you, keep in mind that it hated me first. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Older theology distinguished between the church militant and the church triumphant. И хотя богословие проводит различия между церковью воинствующей и церковью побеждающей, the church militant is the church here on earth, the pilgrim church. The church triumphant is the church in the eschaton, in heaven. Церковь воинствующая – это та, которая здесь на земле отстаивает правду. Церковь побеждающая – это церковь эсхатона, то есть уже как бы в небесах. If we are the church militant, then that implies a struggle. И если мы являемся воинствующей церковью, то это подразумевает борьбу. And we can only make a place for ourselves as Christians if we're involved in a struggle. И мы можем оставаться христианами лишь в том случае, если мы вот в этой борьбе участвуем. But sometimes I think Christians get the idea that we are the church already triumphant, and so liberal Protestants have always tried to accommodate culture.
Но некоторые люди иногда почему-то думают, что мы уже церковь триумфальная, победоносная церковь. И вот здесь люди, которые склонны, которые подвержены мышлению мирскому, да, у них появляется возможность влиять на то, что происходит в церкви, если мы думаем, что мы уже победили. Many Westerners and Americans have always assumed kind of a Christian culture, and that the culture will reflect our values. А многие люди на Западе считают, что наша культура, в которой они живут, она отражает христианские ценности. But we need to be more like the early church, which assumed a hostile culture and would be surprised if anything supported a Christian faith and practice. Да, и как будто бы даже говорят христианская страна, да? Но на самом деле мы должны быть более похожи на христиан первого века, которые даже могут быть удивлены, если их идеи вдруг поддерживаются миром. And the early church took seriously what Jesus said, which is, if the world hates you, that's okay, because it hated Jesus first. So we're in good company. И первая церковь, то есть, если мы мыслим как первая церковь, которые думали, что, если мир нас ненавидит, то ничего страшного в этом нет, потому что Иисуса возненавидели прежде. Следовательно, если ненавидят нас, то мы находимся в хорошей компании с Иисусом. I think that's all I have, Igor, on that. Any other questions? Это все, что у меня есть. Может быть, есть что-то еще. I think we have many questions. Да? У нас очень много вопросов. We have many questions, people asking us. But I don't think we have time. Okay. Unfortunately. Yeah. So maybe we can just translate those questions into English and send it to you, and let you answer them, and then we will post them on our channel. I can do that. Yes. Okay. Well, thank you so much. We know that it's only at the beginning of the day in the States where you are. It's already after 8 p.m. here. And it's still light. We're in St. Petersburg and we have white nights right now. It's beautiful. We thank you so much for your participation, for your time, for your knowledge. I think we learned a lot, not only about American culture, Western culture in general, but we learned about this problem and how dangerous it is. And thank you for reminding about the words of Jesus. I think they're very timely. Well, I hope it is useful, and thank you for the opportunity to speak with you. Thank you. May God bless you, brother. Blessings to you. Bye-bye. Bye. Я переведу сейчас то, что я сказал, эти последние фразы. К сожалению, время летит очень быстро. Там сейчас сколько? Сейчас там 12 часов дня. У нас 8 часов начало 9. И, кстати, в Санкт-Петербурге до сих пор светло, причем очень светло. Для тех, кто живет в других регионах, у нас белые ночи. Приглашаем вас в Питер, приезжайте в гости. Но поскольку времени нам действительно не хватило, что в принципе можно было ожидать на самом деле, ваши вопросы не останутся без внимания. Мы обязательно переведем их на английский, пошлем их Киту, и он ответит на них, он пообещал. И затем мы разместим ответы на нашей страничке, в нашем паблике, и у вас будет возможность прочитать. Я думаю, что мы можем и в будущем приглашать и Кита, и других наших друзей, очень образованных, и не только образованных, но и духовных людей, которые, я думаю, которым есть что сказать нам сегодня здесь, живущим в России. Ну что ж, Дима, ты долго ждал своего часа, устал, наверное, сидеть. Сегодня у меня такая роль, конечно, статиста.
Я не планировал много говорить, хотелось действительно дать возможность и время нашему уважаемому профессору поделиться вот из сердцевины вот этой проблемы, поделиться о том, что там происходит. И я думаю, что мы все получили пищу для размышлений, как минимум. Я вот уже записал для себя некоторую информацию, хочу потом еще переслушать и обдумать. Вот, присоединяюсь к благодарности от Игоря, и также самому Игорю тоже спасибо за перевод. Надеюсь, что всем было интересно. Наверное, какие-то наши, может быть, стереотипы, они разрушились, а возможно, какие-то наши самые страшные опасения подтвердились о том, что происходит там, на Западе. Потому что действительно мы какую-то информацию получаем, зачастую какую-то искаженную, и порой читаешь новости, думаешь, ну это не может быть так, и поэтому было особенно интересно узнать, что же на самом деле. Спасибо за ваши вопросы, я их все видел, все прочитал. Женя Димитров задал несколько вопросов, Елена Королькова задала несколько вопросов, Сергей Шпрингер задал 2 вопроса. Спасибо большое, вопросы не потеряются, мы их переведем, отправим Киту, он на них ответит. Вот очень интересный комментарий от тоже еще одной нашей зрителей. Я в шоке от всего услышанного. Наверное, это такое общее такое мнение по поводу сегодняшнего эфира. Ну, надеюсь, что этот шок пройдет и у нас появится какая-то пища для размышлений. Ну, конечно, мне самому хотелось бы много что прокомментировать и сказать, но опять же не буду как-то акцентировать внимание на себе. Я думаю, что сегодня мы получили гораздо более ценную информацию от человека, который живет непосредственно в этой западной культуре и сталкивается ежедневно и как гражданин своего общества, и как верующий человек, и как ученый, профессор богословия. Поэтому мне кажется, что мы провели время не зря. Да, я думаю, что мы провели время с пользой. Есть такая тенденция, вот то, что происходит на Западе, оно как-то постепенно эмигрирует, так скажем, в Россию спустя какие-то годы. Поэтому нам, конечно, полезно знать о том, что происходит там, ну, чтобы быть как-то более-менее подготовленными к этому, правда же? И поэтому я считаю, что подобные вещи, хотя они и шокируют, действительно шокируют. Я переводил, меня это шокировало. Вот. Но нужно знать реальность, нужно как бы с открытыми глазами, да, открытыми глазами смотреть на то, что происходит в мире. Да, пройдет лет 20-30, и мы, может быть, будем говорить подобные вещи о том, что происходит в России, в российских церквях. А может быть нет. Все зависит от нас. Да. Тогда мы будем завершать эфир. Мне хотелось, я вот подготовил такую выжимку о наших голосованиях, которые были ВКонтакте. Ну, наверное, уже, опять же, ради экономии времени не буду этого делать, хотя результаты некоторые меня впечатлили, это еще мягко скажем. Но все эти результаты, они остались не в открытом доступе в нашей группе, приглашаю вас туда, группа «Библейская среда» ВКонтакте, также у нас есть группа в Одноклассниках, у нас есть YouTube-канал, где мы размещаем все наши видео. Любое наше видео можно прокомментировать, можно написать нам лично, задать какой-то вопрос, какое-то предложение. Мы по-прежнему думаем над тем, как изменятся наши эфиры. Возможно, какой-то будет новый формат, поэтому, пожалуйста, ожидайте, следите за новостями. Обо всем мы вам обязательно расскажем. Ничего не утаим. И напоследок, обычно ты делаешь объявление о библейском марафоне, как раз он переходит свой экватор, вот буквально сегодня-завтра, да? Да, я хочу сделать в связи с этим кое-какие объявления. Во-первых, у меня есть еще один челлендж. Вызов. Вызов, да, по-русски. Сейчас надо как-то переключиться на русский. Мне кажется, что самое время начать изучать названия книг по порядку. Да? Вот мы читаем их по порядку, и можно вместе с этим запоминать их порядок, чтобы мы могли легко находить книги в Библии, не заглядывая в оглавление. Поэтому я предлагаю вам, давайте сейчас начнем этим заниматься. Сегодня мы читаем книгу Иова, и мы будем делать таким образом. Когда мы переходим к новой книге, мы называем все книги, которые были до этого, потом мы книгу прочитываем, мы снова называем все книги, и плюс прочитанное, и так до конца. Я надеюсь, что мы выучим все книги. Я думаю, что многие из вас наверняка знают все книги, может быть, даже по порядку, но не все. Я больше чем уверен, что большинство начинает путаться где-то, когда речь идет о книгах там, Ездры или Неемии, и тем более, когда мы дойдем до малых пророков, да, их даже просто запомнить кому-то сложно, а уж тем более по порядку. Но я думаю, будет неплохо, если мы все-таки это сделаем, выучим
и будем знать книги Библии по порядку. Это вот такой челлендж. Ну и да, действительно, завтра, послезавтра, сложно сказать, потому что 365 дней в этом году, но где-то вот между этими днями будет экватор. То есть мы уже добрались до половины нашего проекта «Библейский марафон». Так время летит быстро. Очень благодарен всем, кто с нами, кто читает Библию, и я знаю, что таковых много, и многие ваши какие-то заявления, и даже звонки по телефону как-то укрепляют и воодушевляют. Спасибо большое. Да, и спасибо, давайте я от имени всех наших зрителей, от себя лично скажу спасибо Игорю, потому что он публикует короткие видеоролики с вопросами ежедневно. Я скажу честно, в начале библейского марафона я не думал, что у него это получится. Сейчас я уже сомневаюсь, и я подозреваю, что, может быть, он дойдет так и до конца, и ни одного дня не пропустит. Все зависит от Господа. Знаете, как говорится, если Господу будет угодно, и живы будем. Да. Хорошо, тогда прощаемся. Напоследок хочу поделиться с вами одной фразой, которую одна из наших зрительниц мне сказала. Она из другого города, но смотрит библейские среды. И вот приехав в Санкт-Петербург, она подозвала меня, отозвала в сторону и сказала, спросила, можно дать совет по поводу библейских сред? Сказал, да, конечно, мне интересно. И она сказала, поменьше трепа, побольше истины. Вот я запомнил ее слова, и теперь как-то они у меня так сфокусировались для меня. Я вот буду их вспоминать. Такой, да? Поменьше трепа. Как раз вот для концовки нашей передачи эти слова как нельзя подходят. Всего доброго, до свидания. Спасибо вам, с Богом. Спасибо. Да.